Приветствую вас на канале Техревизор. Умные колонки стали неотъемлемой частью умного дома. С помощью встроенных голосовых помощников можно воспроизвести музыку, включить свет, чайник, телевизор и любой другой прибор умного дома. Также можно узнать о погоде, последних новостях, курсах валют, заказать товары в интернете или же пока вы заняты, может почитать сказку ребенку. Я отобрал 10 моделей под разные задачи и разный бюджет. Для удобства выбора разделил их на две категории. Бюджетные с интересным функционалом и более-менее качественным звучанием, и премиальные с реально проработанным, замороченным звуком и кучей опций. Но главный параметр при выборе — это встроенный ассистент. Среди востребованных сегодня Google Ассистент, Алиса и Маруся. У каждого есть свои преимущества и недостатки, в которых я постарался разобраться. Поэтому колонки рассматривал не как сугубо музыкальные. В каких-то моментах скорее даже наоборот, вообще не как музыкальные. В общем, давайте знакомиться с участниками рейтинга. Ну а вы пока можете поставить лайк и подписаться на канал. Ну что, поехали? Начну с бюджетных моделей. На 5-е место я поставил Prestigio Smart Mate, созданный в коллаборации с радиостанцией Маяк. Большого смысла в таком коллабе нет, поэтому не будем на этом задерживаться. В первую очередь это скромная маленькая колонка мощностью 6 Вт. Сами понимаете, ожидать сверхъестественного звучания от нее не приходится, но мощность вообще не самый приоритетный параметр при выборе умной колонки. Не менее интересна работа от Acuma. Не нужно привязываться к розетке, хотя также важен и голосовой помощник, который будет устраивать нам досуг. Здесь за него Алиса. Все манипуляции по включению музыки, управлению умной техникой и умным домом в целом через нее. И в этом нет никакой проблемы. Алису упорно так развивают, чтобы она легко распознавала команды, выполняла их и ничего не путала. Для этого в колонке есть два микрофона. Работают они хорошо, можно даже из другой комнаты команды давать. Конечно, в присутствии включенного пылесоса Алиса вряд ли поймет, что вы там хотели, но при умеренном шуме готовки, негромкой музыке все четко. Можно попросить колонку поставить будильник, сделать напоминание, рассказать сказку детям и просто поговорить по душам. Если есть еще какие-то умные устройства, лампочки, чайник, розетка, датчик температуры, можно ко всему подключить помощника и раздавать команды направо и налево. А что? Очень удобно. Вот только со звучанием у этой колонки все не так сладко. Скромные динамики позволяют пользоваться ею разве что дома в фоновом режиме, слушая подкасты и легкую музыку. Раскачать тусовку в загородном доме уже вряд ли получится. На 4-м месте стоит Xiaomi Mi Smart Speaker. И есть у нее приятные преимущества относительно прошлой Prestigio. Уже и мощей побольше — 12 Вт. Хотя это вовсе не означает, что можно поставить колонку в центр дискотеки, но тем не менее звучит громче, чище и более объемно. В том числе за счет программной постобработки от Harman, а эти ребята уж точно в музыке соображают. Голосовой помощник при этом другой, Маруся. Это разработка ВК. И на самом деле еще год-два назад она серьезно отставала в развитии по сравнению с другими популярными голосовыми помощниками. Но Маруся реально быстро прокачивается, набирается опыта и функционала, поэтому уже даже сегодня она ничем плохим не выделяется среди остальных. А с таким темпом развития скоро и вовсе обгонит некоторых по интеллекту, поэтому в этом плане затыка нет. Она четко распознает команды с помощью двух микрофонов, четко выполняет именно то, что было задано, а не какую-то отсебятину. По сути, функционал у нее точно такой же, нет какой-то особенной фишки. Она точно так же общается, переключает музыку, отправляет сообщения, отвечает на любые вопросы и управляет умными девайсами в доме. Ну разве что из удобств эта колонка связана с ВК-музыкой, то есть можно прям вот так голосом включить свой плейлист. Из более неприятного подключения по проводу Acuma у нее нет, поэтому нужно продумывать расположение рядом с розетками. Недостатком я это не назову, так как при домашнем использовании это вообще не проблема. А если вам нужно вечно таскать колонку с собой, то да, не очень удобно. Тогда лучше выбирать беспроводной вариант. А вот на 3-м месте уже непосредственно колонка от самого ВК, капсула мини. Лично мне первым делом в глаза бросился прикольный дизайн. Аккуратная стильная форма, чем-то напоминающая камень с тканевой поверхностью. Есть еще несколько вариантов расцветок, чтобы подобрать под любой интерьер. В общем, по дизайну эта модель мне сильно больше понравилась. Но не только внешкой она хороша. Тут и практичности поболее. Есть экран, который может отображать время, погоду, таймер или милую мордочку. Мелочь. Если захотите, можно даже попросить ее помурчать. Голосовая помощница Маруся здесь наделена уже функциями поинтереснее. Например, можно просто голосом заказать еду, которую привезут доставкой Delivery Club. Для этого не нужно
отдельно лезть в телефон и оплачивать заказ. Достаточно просто заранее привязать карту к колонке. Интеграция с ВК на месте. Можно включать свой плейлист, вообще не заморачиваясь. Само собой, все остальные функции эта колонка выполняет. Только в этой колонке есть уже 4 микрофона, поэтому с ней можно общаться не надрываясь, даже находясь в другой комнате. Играет она, правда, все так же не очень. Динамик здесь всего на 5 Вт. Но при этом есть возможность соединить две такие колонки и получить стереопару, чтобы выжать больше громкости. Хотя если для вас это проблема, ведь хочется же и музыку хорошо послушать, и ужин так легко заказать, то можно присмотреться к полноразмерной капсуле. Она и в размерах побольше, и мощности у нее 30 Вт. И мурчать она будет, если просто погладить. Все при том же функционале. Поэтому если вам нужна колонка в основном для управления домом, всякими умными девайсами, изредка послушать фоном музыку во время готовки или уборки, то можно взять капсулу мини. А если иногда хочется еще и музыки навалить, то однозначно выигрывает полноразмерная ВК-капсула. И цена не кусается – около 9000 рублей. Если все-таки Алиса вам симпатизирует больше, то вот Яндекс-станция мини. Да и в сравнении с прошлой ВК-капсулой мини она даже немного получше будет. Но голосовые помощники – дело индивидуальное, поэтому выбор в любом случае за вами. Я лишь скажу, что звучит Яндекс-станция мини приятнее. Яндекс отдельно разработал новый динамик специально под эту станцию, который звучит реально лучше и громче. Мощности у него 10 Вт. Как бы невысокий показатель. Важную роль сыграли и другие детали, поэтому эта колонка лучше отыгрывает низкие и средние частоты. С высокими уж тем более проблем не будет. Тут можно смелее включать музыку на каком-нибудь празднике дома. Хотя если изредка нужно раскачать тусовку, то не проблема подключить внешнюю акустику. Какие-нибудь колонки уж точно хорошо справятся. Тут стереопарой уж точно не отделаешься. Да и тем более, когда есть возможность управлять музыкой при помощи голоса. Микрофонов здесь по-прежнему 4. Этого хватает для полноценной работы голосового помощника. Алиса хорошо распознает команды. По 2 раза повторять не приходится. Какие-то неординарные функции я выделить не могу. Все тоже управление умным домом, выполнение типичных команд. Ну разве что пиццу вам не закажет с доставкой. Это да, серьезный минус. Еще важное примечание. Эта колонка есть в 2 версиях, с экраном и без. Разница в стоимости минимальна, поэтому если вам хочется видеть время, прогноз погоды и таймер, то можно переплатить лишнюю сумму. Единственный минус – эта подсветка никак не выключается. Поэтому если вы хотите ставить колонку где-нибудь рядом с кроватью, то получится не очень, когда она будет освещать комнату, бить в глаза и мешать спать. Этот момент продумайте. На первое место я поставил Сбербум. Тут даже думать долго не пришлось. Хоть у колонки нет экрана, но вы только посмотрите просто на внешний вид. Как по мне, нереальный стиль, еще и в разных цветах. Форма мне чем-то напомнила воздушный шар, но не только в этом дело. Достаточно знать, что в эту колонку поставили замороченную аудиосистему мощностью 40 Вт. Внутри есть сабвуфер, твиттер, отражатель и 2 пассивных излучателя. И плюс заявлено распространение звука на 360 градусов. В общем, полный фарш. Все это дает нам басы, проработанные низы и средние частоты. К высоким тоже не придраться, слышно отчетливо. Конечно, 360 это громко сказано. Все-таки это невозможно даже чисто технически, но музыка все равно получается насыщенной и чистой, с эффектным глубоким басом. Поэтому можно слушать любимые треки на полной громкости, включать колонку на шумную вечеринку и какие-нибудь праздники. Не имею вопросов и к голосовому помощнику, Салюту. Конечно, изначально у него была проблема с совместимостью с другими производителями умных домов. Не любил Салют работать с кем попало, но уже несколько лет назад эту проблему решили, поэтому теперь Салют не выпендривается и дружит со всеми знакомыми и известными представителями экосистем умных домов. Из более интересных его возможностей – детектор шума. Помощник способен определить разбитие стекла, бурление воды, плач ребенка и лай собаки. То есть он прям настроен следить за безопасностью вашего дома. При необходимости вы можете даже подключить подписку «Цезарь Сателлит» и вызвать группу быстрого реагирования прямо из приложения. В общем, вот такая реально достойная и многофункциональная модель закрывает бюджетный рейтинг.
Теперь давайте посмотрим, что нам предлагают в дорогом ценовом сегменте. Здесь на 5-м месте расположился Harman Kardon Citation 200. Очень авторитетный бренд в музыкальной сфере. И как бы странно это ни звучало, стоит колонка на последнем месте. И проблема вообще не в звучании. Есть два динамика, играющих в моноканал. Казалось бы, что от этого можно ожидать? Ни звука 360, ни стерео. Сделать из такого базового конфига конфетку надо уметь. Собственно, в профессионализме Harman Kardon я и не сомневался, поэтому звучание в этой колонке на высшем уровне. Динамик мощностью 50 Вт выдает насыщенные низкие частоты даже при уровне громкости 20-30%. Великолепная середина, проработанные чистые верха. В целом, звучание для тех, кто любит жирный бас и тех, чей плейлист состоит из треков чарта. В общем, молодежная тема. Несмотря на свой компактный внешний вид, порадует и громкостью, поэтому ее можно брать на многолюдные тусовки за эту прикольную ручку. Ну правда же, бидон чем-то напоминает. Также удобство добавит независимость от розетки. Колонка питается от аккума на 4800 мАч, а это примерно 5-8 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Акцент на звуке я сделал не просто так. Самая большая проблема и основная причина, из-за которой эта колонка стоит на последнем месте – голосовой помощник Amazon Alexa и Google. Они просто не поддерживаются в РФ, поэтому весь функционал по общению, настройки умного дома, AirPlay и всех его преимуществ просто идут мимо. Конечно, есть какие-то обходные пути с замороченными настройками, но это вариант только для тех, кто разбирается. Просто купить колонку и использовать ее в умном доме не получится. На 4-е место я поставил колонку от еще одного авторитетного бренда – Bose, модель Home Speaker 500. И, к сожалению, с точно такой же проблемой. Солидная, дорогая колонка с широким функционалом, умным голосовым помощником из коробки. Максимум играет роль умной акустической системы. Разные умельцы все равно покупают ее, настраивают под российский регион и как-то косо-криво используют, так как даже Alexa понимает только на английском языке. Но есть и такие, что настраивают, например, ту же Алису. В общем, нужно хорошенько разбираться в этой теме, чтобы использовать весь функционал. Конечно, это актуально для зрителей из других регионов. Тут вопросов нет. Bose, Harman Kardon одни из лучших в своем деле. Но для РФ ситуация другая. Жители РФ получают разве что шикарное звучание, но на самом деле и то неплохо. Все-таки есть смысл купить Bose Home Speaker, если вас не волнует цена, лишь бы удобно было треки переключать и слушать музыку. Тут для этого как раз все есть. Колонка выстраивает потрясающую звуковую сцену. По технике тут уже не такой скромный конфиг. Стереодинамики направляют звук на все 360 градусов. Сочный, чистый, басистый звук, такой желанный на вечеринках и во время просмотра фильмов. В общем, по звуку это точно одна из лучших колонок в своем сегменте, что можно услышать. Другой вопрос в практичности, которая просто испаряется, если над колонкой не поколдовать. Но это уже личный выбор каждого. Логично, что у большинства не будет никакого желания во все это вникать, лишь бы в розетку воткнуть, а дальше само пусть разбирается. И это понятная позиция, под которую у меня есть что вам предложить. Тройку лучших открывает Apple HomePod Mini. Конечно, не бандурина, как прошлая Bose, и ЖК-экрана здесь нет, но полностью функциональный голосовой помощник Siri намного важнее, если говорить о надобности в настоящем умном доме и из коробки работающем ассистенте, который понимает и разговаривает на русском языке. Колонка легко выполняет команды, подключается к экосистеме умного дома. Есть даже отдельные крутые фишки. Например, встроенный датчик температуры и влажности. То есть вам даже не нужно докупать отдельные датчики, подключать их и настраивать. Все работает уже из коробки. Еще одна интересная функция – передать музыку на колонку с айфона, просто приблизив его к ней, либо забрать из колонки музыку с помощью какой-то магии. Реально удобно. Никуда не нужно заходить, ничего не нужно тыкать. По звучанию тут ничего особо удивительного. Вот колонка как выглядит, так и играет. Компактный милый горшочек, разве что без мордочки. Требовать от нее такого же звука, как и от прошлого Bose, нелогично, но тем не менее для своего форм-фактора звучит она реально годно. Тут тоже есть акцент на басах. Средние и высокие частоты тоже достойные, но главное, что есть полноценный голосовой помощник и работающая система умного дома. А если вам уж так сильно хочется еще и музла навалить под особое настроение, то это обращайтесь к старшему брату Apple HomePod второго поколения. Он и мощнее, и крупнее, и звучит громче и серьезнее. В общем, второе поколение и про практичность, и про звучание. Но и денег, соответственно, нужно выложить побольше. А если нет желания тратиться, то можете рассмотреть LG Boom AI Think.
Умная колонка с Алисой внутри. Что-то более привычное и понятное, хотя кому как. Главное, что за те же деньги LG Boom уже больше смахивает на тубу. Как по мне, самый стандартный дизайн, но в него постарались уложить по максимуму звучания. Конечно, предела не достигли, все-таки пришлось отказаться от звучания 360. Звук идет только в одну сторону, но динамик туда засунули все равно добротный, на 30 Вт. Сюда не стали устанавливать сабвуфер отдельно под низкие частоты, но басы все равно есть, причем не бубнящие, бумкающие, а вполне качественные и приятные для ушей. Достичь этого получилось за счет программной обработки от Meridian Audio. Эти товарищи тоже профи в своем деле, поэтому на них можно положиться. Плюс эту колонку можно связать с еще одной, создать стереопару. Это на случай, если вам будет мало одной. Но ее музыкальных возможностей достаточно для ежедневного прослушивания треков, просмотра фильмов, какой-нибудь небольшой вечеринки. Но учтите, что в загородном доме около бассейна ее точно не хватит. С Алисой здесь все просто. Все функции умного дома доступны, и понимает она на русском. Никаких танцев с бубном в общем. Подключайте любые умные устройства, управляйте удаленно в приложении или голосом дома. Колонка легко распознает команды. Как по мне, LG Boom – классная колонка, если нужно и умным домом управлять, и музыку послушать хочется. Лидером рейтинга стала Яндекс.Станция Max. Вот тут уже компромиссов по звучанию не будет. 5 уверенных динамиков, суммарная мощность которых составляет 65 Вт, хотя по факту там 90 Вт. Но Яндекс решили ограничить этот показатель, так как его и без того достаточно. Плюс трехполосный звук Dolby Audio, встроенные усилители, и получается звучание, которого хватит для многолюдных тусовок в загородном доме или на природе. Поэтому на звучание точно не придется жаловаться. Из необычного и полезного сетевой LAN-разъем. Нужен он для качественного интернет-соединения, так как у этой колонки есть возможность проигрывать видео в разрешении 4К. Конечно, можно подключиться по Wi-Fi, благо тут два диапазона, 2,4 и 5 ГГц. Но провод всегда надежнее. Еще тут есть Bluetooth 5.0. Да, не самый новый, но хорошо, что не 4.0. Также Яндекс.Станция Max оснащена функцией Multi-Room, актуальна для жилья большой площади, например, двухэтажного дома, где одной колонки мало. Берем еще одну-две, подключаем и управляем всеми сразу. Можно даже позвонить на колонку в другой комнате и позвать человека. В общем, реально широкий функционал при качественном звучании. Про помощника рассказывать ничего не буду, так как в этом плане все по стандарту. Все та же система умного дома с Алисой. Главное, что работает хорошо и понимает, что от нее хотят. С другой стороны, цена. Все-таки это дорогой сегмент колонок. Но тут я подумал, что не будет лишним упомянуть и младшие модели – Яндекс.Станция MIDI и Яндекс.Станция 2. Они не такие навороченные по звучанию, по мелочи урезаны в функционале, ну и по цене выходят дешевле. Поэтому за свою универсальность, большое количество опций и крутое звучание Яндекс.Станция Max занимает первое место в рейтинге умных колонок. Вполне заслуженно. На этом мой рейтинг подошел к концу. Ссылки с актуальными ценами на модели я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор. Всем пока!